Привет, мои дорогие! У нас продолжение болталки про дни рождения и магические способности, и мы здесь ковыряем глубоко информацию про нумерологию Таро и ваш день рождения. И на самом деле это важно, потому что вот эти цифры пишутся и у нас в паспортах. Мы ждем этого дня, да, определенного. И его очень много, когда пишем и вкладываем в него свои определенные значения, да. А сейчас мы с вами просто поговорим про магические способности ваши, которые идут в вашем дне рождения, в тот день, когда, как говорится, вам вписали в свидетельстве о рождении вот эти вот числа. А числа, они сами по себе магические. Обратите внимание, что начертание рун очень похоже на цифры, да? Кажется, такие непонятные палочки в одну, в другую сторону, да? Но это уже определенная, как говорится, вибрация. Она идет даже уже отсюда. То есть мы делаем проекты домов, чертим, и много людей узнают и строят по этому, да, по, эм, по чертежам строится практически все, да. Окажется, что там такое. Но это на самом деле очень большое значение имеет вообще в жизни. А сейчас нумерология Таро, магические способности, четверочки. У кого четверка, кто родился 4 числа. Также можно обращать внимание у тех, кого четверочка идет после после единички, двойки, да. То есть обратите внимание, что тут уже круг немного суживается. То есть у нас календарный месяц 31 день. Нету 41 дня, да, нету 42 там дня и т.д. У нас есть те, кто родился 4, 14 и 24. И вот этих людей я сейчас вам расскажу немножко, да, какие магические способности у них. Но это будет больше касаться тех, кто родился все-таки 4 числа. Мы будем обращать внимание именно на это, потому что про 14 и 24 тоже есть что сказать отдельно. В общем, это касается и мужчин, и женщин, и деток, да, и ваших предков тоже. Так, четверка. Что такое 4? 4 это четвертый старший аркан. Это император. И обратите внимание, что император в нумерологии Таро, четверочка, это идет либо первая по счету в днях рождения, либо вот вторая, 14, 24, да. То есть других четверок, после которых идет тут какая-то двойка, в днях рождения не существует. И это тоже не случайно. Четверка это если тройки у нас есть, там, где есть 31 число, да, 30 число, 0 и 1 потом идет, да, то у четверок уже вот эти вот способности, которые есть у тройки, они исчезают, но появляются свои. 4 это император. Император. Кто такой император? Это живой человек, возле которого находится и жрица, и жрец. Жрица второй старший аркан, жрец пятый старший аркан. А между жрецами как раз находится 3 и 4. Императрица и император. Да? По разные стороны которых находятся жрецы. То есть это к чему я это говорю, да? Что уже вырисовывается определенная иерархия. Кто родился 4? Это люди. Характеристику, наверное, все-таки не будем давать, да, личности. Я думаю, вы характеристику найдете и в обычной нумерологии. Но четверки, они достаточно властные. Это достаточно ревнивые люди. Они могут скрывать свою ревность, но вот это вот само чувство очень сильное. Если четверка злится, если четверка добродушничает, если четверка хочет подать кому-то милостыню, да, то это все бы, что ни делала четверка, она идет с определенным властным, таким очень четким опломбом. То есть, если это ревность, то это роковая ревность. Если это доброта, то это милостливая такая сильная доброта к человеку, которого этого заслуживает. То есть четверки очень много судят на самом деле других людей. Это может встречаться от обычного такого сплетничества,
Ну, даже и в хорошем смысле, да, четверкам надо обсудить других. Тут, в принципе, ничего такого плохого нету. Но когда четверка обсуждает, она говорит правильные вещи про того, которого она обсуждает. То есть люди, которые родились с четверочкой в дне рождения, вы можете судить людей, да, то есть и по походке, и по внешности, и по одежке, и по каким-то нравственным качествам тоже. Все, кто родился 4 числа, но благодаря вот этому, да, то, что они судят, они очень часто работают на каких-то таких должностях, в кадровых агентствах, да, они нанимают на работу других, они советуют кого-то на какую-то работу, м, там своим каким-нибудь друзьям, которым кто-то нужен. Они очень хорошо разбираются в людях. Если вы найдете, если вы родились 4, 14, 24 числа, то вы хорошо подбираете персонал или людей, в чьих услугах нуждаетесь вы, либо другие люди. Например, вы хорошо можете найти хороших штукатуров, да, если кому, либо поклейщиков обоев, либо няню найти, да. То есть, например, если вам надо с кем-то проконсультироваться по поводу какой-то определенной работы, спросите у четверок или у тех, кого есть четверочки. Вот все, что связано с персоналом, персонал, да, это касается всех четверок, у кого есть четверка в дне рождения. Люди хорошо разбираются в других людях, чувствуют, чем они могут заниматься. Вот эту вот кастовость, да, какую-то очень хорошо чувствуют. Кто к какой касте, как говорится, принадлежит. И если четверка говорит, ой, он м, вот не хочется тут, конечно, такие слова говорить, да, но вот в четверке с помощью своих слов, с помощью даже нескольких слов могут вообще дать характеристику любому человеку о его работе и о его личности там в коллективе. Но из негативного это могут быть сплетни. То есть некоторые люди, вот конкретные сплетники, да, им просто хлебом не корми, дай пообсуждать кого-то. Но это вот часть такого четверочного характера. Почему? Потому что вот это вот, знаете, м, зов сердца, как говорится, да. И это можно очень даже хорошо использовать. Четверки никогда кстати, насчет четверки в магии, да, кто родился 4, 14, 24, у них хорошо развиты индукция и дедукция как способ мышления. И дело в том, что благодаря этому вот хорошие, например, милиционеры работают, следователи, да, люди, которые не то, что там работают с людьми, а которые знают, да, с кем это лучше будет, кто лучше выполнит эту работу и все остальное. Вот такие дела. И еще раз повторяю, что тут очень сильные такие яркие идут, вот даже не такое расплывчатое понятие, как чувство, да, а эмоции. То есть, если ревность рассматривать как эмоцию, да, то это будет такая вот сильная какая-то ревность, возможно, на кого-то давящая. В негативном плане много токсиков и абьюзеров среди четверочек. И вот если у вас, например, мужчина, который родился 4, 14, 24 числа, да, то обратите внимание, что для него является очень важным в жизни. Это женщин тоже касается, потому что они что-то сильно не переносят. Например, вот я зацепилась за это слово ревность, да, на примере ревности. Если этот человек однолюб, да, он будет сам однолюбом, и он будет требовать быть верным ему. Но это в положительном плане. Но бывает такие вот отрицательные, да, то есть он может гулять, но от вас требовать верности, вот прям вообще, чтобы вы как монахиня была. Но только, но не как монахиня, но именно прям с ним. Это касается женщин тоже. Она может вести себя так, ну, ей и тот нравится, и тот, и пятый, и десятый, но она будет от своего партнера требовать вот такой вот безграничной ревности. Или
исполнение того или иного. Вот они, знаете, на овнов, как говорится, похожи, на барашек, да, которые все равно, я хочу, чтобы было так или иначе. Я сказал, значит, ты должен именно так сделать и все остальное. Лучше с четверками в этом плане не спорить. Насчет магических способностей, да, вот тут самое главное слово – это действие. Четверкам в магии очень сильно надо обращать внимание на сохранение ритуала. То есть меньше такого от себятины, как говорится, меньше какого-то творчества. То есть, если вы сомневаетесь в каких-то магических экспериментах своих, да, то лучше придерживаться какого-то первоисточника, на который вы обратили внимание, да. То есть, и еще надо смотреть на время. У вас важно действие и время, когда вы это действие делаете. То есть четверкам надо угадать со временем проведения какого-то ритуала. Если это растущая луна, то обязательно растущая. Если убывающая, обязательно убывающая. Полнолуние точно в полнолуние, четко в полнолуние и так далее, да. То есть и определенные ритуальные церемониальные действия. Вам важна церемония. Действие, время, церемония. Это важно в ваших магических ритуалах, чтобы они у вас получались прям от и до. Понимаете? Отшлифованные такие должны быть. Некоторые ритуалы вам надо повторять даже не один раз, а несколько раз. Да? Бывает так, что, например, что-то не будет работать, как вам будет показаться. Один раз сделали, не сработало. Значит, мы берем тот же ритуал, повторяем его один к одному, понимаете? Долбим, 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 как гвоздь забиваем в одну точку с одной силой, долбим, долбим и долбим. Так, какие есть магические еще способности у четверок? Ну, четверки, они очень супер живые такие, да. То есть я бы не сказала, что там что-то эфемерное такое. К ним мало подкатывают сущности. Если подкатывает, как говорится, сущность, лярва, это люди там алкоголики, например, или азартные, да, их очень трудно вытравить с этого всего. То есть если там какая-то лярва присела, то она уже, как говорится, присела очень надолго. Но в основном это как раз такие супер здоровые люди, которые лярвы не трогают, да. Вот все из-за вот их вот такой вот особенной вибрации. То есть, например, если у вас ребенок, да, и вы хотите, чтобы он в чем-то достиг каких-то идеальных результатов вообще по жизни, и магии это касается, и не магии, то он должен повторять одно и то же действие, да, это вот как тренировать свое физическое тело спортсменом, да, то есть хочешь высоко прыгать, ты должен прыгать много, тренироваться много часов. Хочешь стать супербалериной, тебе надо у этого, у шеста хотел сказать, да, у станка все время тренировать, 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 тренировать. Как тело свое, и это касается ваших магических способностей тоже. Увидели, что у вас есть склонность к чему-то, она не будет сама по себе развиваться, сама по себе возрастать там со временем каким-то, да, только благодаря вашим повторам и усилиям. И обратите внимание еще на время. У вас где-то в ваших сутках, день, ночь, да, есть какое-то определенное время, когда у вас прям все супер работает, вам везет, как говорится, делайте какие-то ставки, в одно и то же время ставка будет срабатывать, да. Если вы там купили когда-то в одно какое-то время лотерейный билет, очень удачный, да, обратите внимание, когда вы его купили, потому что если другой билет будет купленный в такое же время, да, когда вы тот купили, то опять выиграете. Но тут, конечно, как раз-таки индукция и дедукция очень вам и пригодятся ваши. Когда вы можете сопоставить, да, цифры какие-то случайности, совпадения и все остальное. С этих людей очень хорошо получаются вот эти люди, которые доказывают что-то, когда надо доказать и притащить за уши какие-то факты. Сильные стержневые люди здесь. Но иногда вот этот вот стержень,
он может попадать на других людей, когда вы можете насильничать над другими. Вот обратите внимание, пожалуйста, возможно, кому-то может быть душно рядом с вами или тяжело, или некоторые, знаете, иногда, ну не как белая ворона, да, но как вы можете заметить, что одним людям вы очень нравитесь, и они легко с вами находят контакт, да, а некоторые прям аж ненавидят, понимаете, аж на говно исходят, когда вас видит, трясучка начинается вот такая. И кажется, от чего, что я тебе сделал? Ничего не сделал. Просто вот, как-то говорится, да, как они могут это писать, морда не вышел. Но непонятно, чем вы очень сильно можете не нравиться людям. Почему? Потому что они вот чувствуют вот этот стержень, который, извините, им в одно место давит, понимаете? Дальше. У вас очень хорошо магические способности будут проявляться, если у вас будут какие-то некие инструменты, если вернемся к магии, да. То есть это те же волшебные палочки, это могут быть атамы, баллины, это могут, да все что угодно. То есть вот инструменты, которые вы берете в руки, они очень сильно будут помогать вам в развитии ваших магических способностей. Это не просто, например, если взять алтарь, да, и на нем какие-то такие вот предметы, статуэтки, а, вам надо какие-то такие вот предметы, которые просто будут греть в ваших руках. Понимаете? Так что подберите для себя какой-нибудь магический инструмент. Это может быть у кого-то даже какое-то просто перо, у кого-то это свеча. Но это то, что исчезает обычно, да? Вам надо что-нибудь такое вот твердое. Я бы посоветовала, возможно, вот баллины, атамы, медальоны, возможно, что-то металлическое такое, да, которое надолго. И когда вы одним этим предметом, как серпом или молотом, будете пользоваться, да, оно будет также набирать вот эту вашу магическую силу. И оно просто потом даже положите куда-нибудь, да, и другой человек просто это не сможет взять в руки. Знаете такую вот легенду, да, про меч, который воткнули в камень, и только определенным людям этот меч подастся, и его можно будет достать с камня. Это, по-моему, в Италии такая легенда, да, существует. И есть этот меч, который врос в камень. Так вот, как раз эта история про вас. Вы можете выдирать вот эти мечи с камней, понимаете? Дальше. Еще какие способности магические есть у четверок? Ну, конечно же, это редко будет встречаться, но все же. Например, если, вот помните, было так популярно еще в советские годы, там ложки прикладывать к груди, и они, например, будут держаться, да? Э, Магнитное поле у вас сильное. Эм, Потом. Передвигать предметы вы можете. Может быть, вы замечали или нет? Например, вы смотрите на какого-то человека, тот человек возьмет и споткнется, или упадет, или вы там что-нибудь скажете, да, чтобы там тебе там это, и с человеком вот это вот что-то физическое случается. Так, передвигать предметы, как ни странно, да, вот у вас есть эта вибрация, которая может а, помогать вам даже стрелки вспять поворачивать. Но это все-таки, а как это делать, да? У вас для этого есть энергия, да? Но глазами ли вы можете это делать, либо с движениями рук вот так вот, да, либо еще как-нибудь, либо закрыв глаза вы можете это делать, но вы можете это делать. Причем это даже как-то даже на расстоянии может быть. Вот вы можете, например, закрыть глаза, представлять какой-то предмет, где какой-то лежит в соседней комнате или там в каком-то другом доме, да, и вы можете менять физические свойства предметов. Вот это вот четверочки, мои дорогие. И это касается и четверок, и кто 14 и 24 числа родились. Вот это из такой вот информации, которая
К нумерологии Таро относится, да, но вот просто я сейчас как раз-таки в болталке, почему останавливаюсь, да, почему там думаю, что сказать, потому что я не хочу такое вот повторять, что у всех есть, да, то, что к нумерологии Таро, то все могут рассказать. Мы именно магические такие способности рассматриваем. Еще к четверкам я вам скажу, что у вас что-то связано с животными. Не то, что там фамильяры какие-то, а вот, тотемы, я бы даже сказала, да. С животным миром очень большая связь у вас идет. И, например, эта связь такая на уровне, знаете, как человек собаке друг, да. То есть если вы найдете свое животное, если оно вот есть, кот, собака, попугайчик, там, змейка или еще кто-то, вы понимаете друг друга на уровне двух равноценных существ, да, то есть либо как два человека, либо ваш кот понимает вас как кота, либо ваша собачка понимает вас как собаку, то есть одинаковое считывание информации идет, либо вы как человек видите в своем фамильяре вот человека, да. И вот общение прям на равноправном таком уровне идет. Вот такие вот дела, мои дорогие. Вот такие вот были четверочки. Дальше давайте посмотрим пятерочки. Кто такие пятерки? Кто родился 5 числа, 15, 25? Что мы здесь можем сказать про пятерок? Пятый старший аркан– это верховный жрец, мои дорогие. Это все-таки карта жречества, ну кто как говорит, да. Эм, Это карта, я бы сказала, с тремя днами. И там, знаете, как говорят, два дна, то про Верховного Жреца можно сказать, кто родился 5 числа, 15, 25. Это очень много разных ликов, да, много лиц. Если вы родились 5 числа, театр– это ваше все. Вы можете перевоплощаться в любого человека, одевать носить роль любого человека, которого вы хотите. Скорее всего, вы можете, знаете, изменять голоса, и никто никогда не узнает, что это вот, например, вы по телефону представились каким-то другим человеком, да, и вас никто не узнает. Это может быть супер перевоплощение во внешности. То есть, например, знаете, вот проведите обычный эксперимент. Если вы девушка, да, то есть сейчас возьмите, нарисуйте себе усы. И вот посмотрите на этот образ человека, вот просто нарисуйте себе это с черным косметическим карандашом усы. И вы, как говорится, увидите себя с новой стороны, если вы еще не пробовали, как говорится, театр, роли. Потом вы сильный эмпат, очень сильный эмпат. Вы можете прочувствовать любую эмоцию, которую чувствует другой человек. Иногда это мешает жить, да. То есть, например, вы не то, что там очень впечатлительный, ну не совсем впечатлительный, сколько вы такой вот суперэмпат. Суперэмпат просто. С большой буквы, со всех капслоком эмпат. Если, например, кто-то вам рассказывает свою какую-то историю жизни, то получается, вы либо отключаетесь, потому что вам это неинтересно, и вам надо отключиться, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Потому что если вы не будете отключаться и пропустить мимо ушей какую-то информацию хотите, да, то лучше выключиться. Потому что если вы включитесь в этот диалог, то вы как все равно проживаете жизнь этого человека, который вам свою, например, жизнь и рассказывает. Очень сильно понимаете вот эти вот чувства, истории, очень яркие картинки. И это даже не воображение. Это просто вы можете вот как хамелеон быть того цвета, а, где вам надо, да. То есть, например, если вы с человеком огнем, вы будете сами как огонь, человек будет думать, что вы тоже огонь, а хотя вы, например, водной стихии, к примеру, да. И, например, а,
Что еще тут такое вот? Вот подстраиваетесь буквально под все. И это даже от вас особо не зависит. То есть, например, если вы в компании гладиаторов, да, то вы себя и будете вести как гладиатор, и причем никто не подумает, что вы притворяетесь. Понимаете? Это не то, что там в компании я свой, чужой. Это вот такой вот супер рептилоид, супер хамелеон, который, но все равно имеет свое я, да. То есть вы можете принимать форму любого другого там человека, любого окраса, как говорится, быть, но вы все равно останетесь этим хамелеоном. А хамелеон очень такое вот древнее и загадочное. И кто это, непонятно, рептилоид, динозавр или еще кто-то. Понимаете? Вот с этой точки зрения смотреть. Так что в магии пятеркам либо очень легко, либо очень тяжело на самом деле. Потому что хватает ли вот этой вот жизненной силы э, заниматься кем-то другим. Вот если пятерка, либо тот человек, который родился 15-го, либо 25-го, занимается магией для себя, это будет супер успех. Но когда он занимается магией для кого-то другого, это может просто... Можно прожить жизнь другого человека и не заняться своей, да, это в негативном таком аспекте. Но если хватает этих жизненных сил, и человек, рожденный 5 числа, занимается проблемами еще других людей, да, или лечит, или магичит, или еще что-нибудь, и вы не как выжатый лимон, а вас, наоборот, это больше заводит, вы больше в азарте, да, у вас прилив жизненных сил, то это будет супермаг, это будет супермаг. И вот тогда вот жречество, да, проиграется вот по полной программе. Либо это жречество в себе. То есть вы должны решить в своей жизни только одну задачу. Вы занимаетесь и имеете магические способности именно для развития себя, либо для других. И вам надо обязательно попробовать. Вам надо попробовать закрыться, например, ну, если вы только начинаете, да, закрыться, как говорится, отделиться от других и заниматься магией эм, только для себя, для себя, для себя, для себя. И посмотрите, будет ли получаться или нет, да, потому что вы своей силой можете себя на пьедестал огромный возвести. Но если вы занимаетесь для себя вот магией, да, и у вас ничего не получается ни заработать, не получается у вас ни там благосостояние повысить, ни от болезни избавиться, не приворожить никого для себя, не получается. Попробуйте это сделать для других. Понимаете? Возможно, для себя, как знаете, как сапожник без сапог, для себя не получается, но получится для других. И в этом вот этот старший аркан верховного жреца, он и реализуется. Либо я верховный жрец для себя, либо я верховный жрец для других. И помогая другим, да, ты будешь другие все блага иметь, которые ты захочешь, но тебе даже времени не будет хотеть желать себе что-то, потому что ты будешь занят другими, да, либо именно все направлять на себя, на себя и на себя. Дальше. Кто родился 5, 15 и 25 числа? Это касается людей, которые строят моногамные отношения. Вот это тоже очень талантливые люди, очень талантливые театралы, актеры, певцы, ну, все, что связано, как говорится, с шоу-бизнесом, да, и вот геи и лесбии будут супер, как говорится, популярны здесь. А все из-за чего? Потому что другие люди будут считывать в вас какую-то такую суперзагадку, да. И, возможно, где-то кому-то из вас, мои дорогие хамелеончики, пятерочки, надо будет превратиться в какого-нибудь моногамного человека. И дело в том, что вот другие моногамные, они могут не заметить, что вы, например, супернатуральный гетеро, да, но если вы представитесь в этом, вот в шоу-бизнесе, вы будете иметь успех. Вот такие вот дела. Что еще можно сказать про магические способности пятерочек, такие специфические, да? То, что вы не сможете найти на сайтах про нумерологию. Пятерочка, верховный жрец.
Это очень хорошие конструкторы. И это касается всего. От строения самолетов до конструкторов одежды. Это касается конструкторов ритуалов, если мы говорим о магии, да. То есть у вас хорошо работают, вот как лего, да. Все, что вы собираете как лего, тоже будет приносить вам успех. Вообще вам надо в жизни своей построить хотя бы один, как говорится, дом, да. И вот когда вы реализуетесь на каком-то таком большом объекте, как дом, к примеру, то вы, возможно, про себя больше что узнаете. Вот про эти вот сопоставления, конструкторское что-то. Не сколько даже вот именно дизайнерское, сколько конструкторское. Вам надо вот моделировать, собирать вот какие-то конструкторы. Причем это со всего. Из предметов вас окружающих, да. Вот тот же фэн-шуй, тоже ваша тема. И из людей тоже. Вот построение таких каких-то, ну, не знаю, стройотрядов, каких-то коллективов — это тоже все. Вот вы тот человек, который расставляет шахматы на поле, да, где должны пешки стоять, где какая фигура должна стоять, чтобы вот игра получилась. Конструкторство. То же самое касается вот магии. Про ваши магические способности. Самые лучшие ритуалы у вас будут получаться, если это будет ваш не солянка, да, а сборка именно. Когда вы сочетаете, возможно, несочетаемое, а вы это можете, потому что у вас превалирует, как говорится, пятый старший аркан, аркан Верховного Жреца. Вам это дано. Вы можете. Вы можете даже другой язык придумать, когда вы будете другие слова, комбинировать буквы. Вы можете комбинировать руны, вы можете комбинировать цифры, да. Эм, Ну вот это я бы сказала. Все, мои дорогие, тут я разобрала четверок и пятерок, ну и потихоньку мы переходим к нашему следующему видео. Шестерки будут и так далее. Если вы хотите посмотреть другие знаки зодиака, я собираю вот этот плейлист. Потихоньку буду выкладывать эти видео. Все, котики.